Пубертат увидел мир. Добрый вечер. Друзья, всем добрый вечер, снова здравствуйте. Снова у нас Боно, снова Поле, снова вся банда наша в сборе. Идем снимать новую серию. Как известно, сегодня, я не знаю, Димон меня куда-то пригласил, я не знаю, куда мы идем. Очередной сюрприз, я это больше всего обожаю. Вот эти вот сюрпризы. Куда мы идем, я не знаю. Давай покажем, мы взяли специальное приспособление для сегодняшнего вечера. У нас есть два хитрых прибора, которые нам сегодня будут помогать проходить эту полосу препятствий. Кстати. Пацаны, мы взяли дозиметр Припять, потому что это место, куда мы отправляемся, там повышенный радиационный фон. Послушай. Взяли всякие приспособления для проникновения, вот, шпионские. Тепловизор, вот. Друзья, мы будем использовать сегодня тепловизор, он записывает сам по себе видео. Мы это видео будем в монтаж вставлять, дашь видосики? Да. Ну супер вообще. А ты где взял такой прибор? Нашел в бомбаре. Он же дорого стоит очень. 2 с чем-то. 2 с чем-то. $2500? Не, ну меньше. Как машина маленькая, небольшая. Да. Друзья, вы на канале Суперсус, так что не переключайтесь, а мы... Друзья, включили прибор ночного видения, сейчас будем ползти по нему. Друзья, мы активировали наш прибор ночного видения, он очень дорого стоит. Вот так вот выглядит изображение. Дальше будем съемку вести с помощью этого хитрого прибора. Я очень надеюсь, Интересно. Он нас сегодня выручит. Все, друзья, пришли на точку, перелезаем забор, короче, и по педалям вперед в лес. А с леса уже дальше включимся, наверное, в здании. Так что все, не переключайтесь, мы погнали. Давай, погнали. Бона, скажи, наши действия сейчас нарушают закон? Ну как сказать, есть немного. Так, давай. Поднимаем на спецобъект брюхо, отъеденное на ютубовских харчах. Бона, ну как, это нормально, что диггер себя уважающий в таком состоянии физическом? Он же еще и блогер, то есть надо войти в его положение. Саня, так ты диггер или блогер? Так что выключатель. Аккуратно, кто в шортах, вот здесь крапивы много. Все, друзья, мы попали на открытую территорию, теперь переходим на режим ниндзя. Но я чисто, что в двух словах могу сказать, нам около 15 минут сейчас идти по диким зарослям, по вот такой вот буйной зелени. Я даже по-своему называл это Киевской Припятью. Киевская зона отчуждения. Будем использовать навигатор или на глаз пойдем? Да, я думаю, на глаз тут все понятно. В одну сторону идти, по сути. Все, ребята, залезли, мы уже на месте. Так что следующее включение уже будет в самом здании. Вроде преодолели преграду. А, ты уже шпионские включаешь. Дальше идем на шпионских штучках. А ну что видно? Людей вроде бы нету других. Полюш, что там? Хорошо, все, погнали дальше, мы летим. Пацаны, нам реально, посмотрите, какой дикий лес. Проходи, проходи. Це пан Слізняк. Стой. О, посмотри, тихо, не трогай. Я пишу звук на iPhone. Ты пишешь, все, ребята, мы забрались, сейчас идем по глухому лесу. Ничего вообще не видно, я не представляю, куда мы идем. Но чувствует моя душа, на какой-то объект неладный идем. Что-то секретное, что-то Димон сегодня опять заготовил такое. Полиночка, как тебе? Можно сказать, что мы ночной дозор. Мы ночной дозор по-любому. Мы вступили уже на службу нашу ночную и ищем интересные места, чтобы показать вам. Туда, куда обычных людей не пускают.
Друзья, сегодня вечер воскресенья, сейчас около 11 часов вечера, воскресенье, выходной день. Мы специально выбрали это время, потому что предприятие максимально пустое сейчас, никого нету, а те, кто есть, максимально расслаблены. Нам еще минут 30, наверное, идти до нашей точки. Бон, а волки тут есть или что? Что мы по таким кущам уже час идем? Ну, вообще есть, так что если что такое слышишь, сразу группируемся в группу и лезем на деревья. Это если типа ау-ау-ау-ау. Ну, если вообще услышишь, что кто-то... А лисы как делают? Лисы? Вот так. И норы роют. Давай это здание справа обойдем. Открыто, вообще открыто. Заходим, заходите. Ну что, друзья, я вас поздравляю, мы попали внутрь, и все прошло на самом деле немножечко даже легче, чем я предполагал. Друзья, раскроем вам тайну, куда мы попали. Это, Сусанин, Киевский институт ядерной физики. По сути, это Киевский ядерный реактор. И мы пойдем в главное экспериментальное помещение Киевского института ядерной физики, циклотрон У... Сколько там было? 240, А по-моему. что это значит? Циклотрон У-240. Сейчас мы расскажем по ходу дела, что это значит. Что быть дурачком, не знаешь вообще, куда ты идешь, что такое радиация, что? Не, радиация у нас есть дозик, ты шо? Пока что радиация в пределах нормы 17 миллирентген в час. Бон, умеешь настраивать эту хуйню? Гермодвери. Пацаны, это очень серьезное сооружение. Здесь очень много гермодверей. Они должны были защищать это место от радиации. Открывай. Прикоснуться к истории. Что, она закисла? Непонятно, надо. Сильно не шуми тут, сильно не шуми. Потянуть на себя. Спасибо. Короче, чуваки, это вентиляционная труба ядерного реактора, откуда должны были выхлопы идти после радиационных экспериментов. И вот у нас за спиной вентиляционный тоннель, куда все выхлопы, собственно, шли. Я думал, у нас под низу как-то выходит. А ну Мы сейчас под землей. Да. Друзья, каждый уважающий себя киевлянин или гость столицы проезжал или краем уха слышал про этот объект. Если спускаться вниз по проспекту Науки, собственно, почему он и назван проспект Науки? Из-за этой штуки, из-за этой трубы. Вы видели, что у нас в Киеве есть труба настоящего ядерного реактора. И она сейчас, вот она, бляха-муха над головой прямо. Капец, мы под ней находимся. Я никогда не думал, что сюда попаду. Вот это да. Ладно, друзья, не переключайтесь, вы на канале Суперсус. Сегодня с нами Боно. Мы попали в такое классное место. Мне сегодня делают сюрприз, как на день рождения прям. Спасибо большое, класс. Я не думал, что я попаду куда-то сюда. Чуваки, я не знаю, вам, наверное, плохо камера передаст, но мы находимся на дне вот такой вот громадной трубы. Сейчас, подожди. Не, я видео снимаю. Ты тоже радиацию замеряешь? Я фонарик настраиваю, чтобы он не расплавил мне карман. 10 тысяч люмен. 10 тысяч? Да. Это новый ты купил? Да. А сколько денег стоит? $300, но он того стоит реально. А ну возьми. Посмотрите, пацаны, внезапно обнаружилось, что у Боно фонарь в 2 раза ярче, чем у нас. Это не реклама, это просто я как бы впечатлен. 10 тысяч люмен, $300. Да. Вот он. Какая штучка, да? Так и он в 3 раза меньше, чем Димон фонарик. Смотрите, чуваки, вот это мой фонарь, это Феникс на 4000 люмен. Мы все наши влоги сняли на этот фонарь, все до единого. Я думал 7. 4000 люмен. 4, это 10. Но этот фонарь с полным комплектом батареек стоит, ну, $500-600.
Он железный. И он еще не водонепроницаемый. Так это тоже, скорее всего, Нет, это тоже полная водозащита, получается, металл, алюминий, сплав. Тепленький. Классно. Обжечься. Ну ладно, полетели. Аккуратно, вот тут ямы, смотрите. Смотрите, пацаны, летучая мышка здесь живет. Какая красивая. Это был Бэтмен, Butterfly. Бэтмен. Так, чуваки, мы сейчас ныряем в систему вентиляции. У этого объекта очень мощная система вентиляции. Собственно, выхлоп оттуда мы только что видели. Увидишь, Сусань, там стоят гермодвери толще, чем в метро. Ух ты. Вот такие по 4 метра. Ты мне как-то рассказывал про эту штуку очень давно. Сейчас посмотрим вживую, его очень увидим. И потом попадем прямо внутрь в реактор. The lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Пацаны, вот такие вентиляционные тоннели. Аккуратно, да, здесь глина. Вот такие, пацаны, смотрите, вентиляторщики. Как можно объяснить данный перформанс? Перформанс звучит словно так. Мы вращаем энергию, и мы даем вращаться этому миру. Мы задаем планете движуху. Есть белки колесо, это сусанячье колесо. Как он не бесит. О, это опасно. Что, потянет тяжко? Надо обладать базовыми навыками акробатики. Это да, капец. Что, сразу повело тебя? Вообще сразу капец. Так вот все перевернулось. Сейчас попробуем сделать один трюк, вот, с помощью которого в древние времена сюда попадали первые диггеры. Видишь, колени согнуты. Давай, давай, давай. О, блин, конечно, в глаза нападло немножко, но нормас. Бона, ну что, как тебе аттракцион? Че, нормально. А ты сколько лет уже занимаешься изучением закрытых объектов? Это лет уже, наверное, года 4 или 5, не знаю. А тебе сколько лет? 23 получается. А тебе сколько? Мне 38. А как думаешь, посещение таких объектов, оно старит организм молодого мужчины или наоборот омолаживает? Ну, как сказать. Хотелось бы сказать, что омолаживает, но не знаю, не знаю. Есть мнение просто, что посещение данных мест консервирует мужской организм, и потому СУС свои 48 выглядит на 30. Полина, а тебе сколько лет? 16. 16? Да. Документы имеются? Не, у мамы. Так, господа, у нас Я не несовершеннолетний в коллективе. Да ладно. В Америке уже совершеннолетний, мы в штате Иллинойс. Вы нарушаете закон штата Иллинойс. Вы понимаете, что вам нет 18. Ви нарушаєте закон штату Іллінойс. Вау, пацаны, здесь такой тоннель. Пацаны и девчата, приглашаю вас посмотреть один из самых красивых вентиляционных тоннелей в Киеве. Идем посмотреть. Класс. Чуваки, Сусанин, здесь находится одна из самых разветвленных вентиляционных систем вообще в Киеве. Я таких вентиляционных систем даже в метро не видел. Крепкий орешек. Это топчик именно Бону. Так что, Полина, Бону, я вас хочу поздравить, что такой топчик именно попали. Классный. Как ты можешь охарактеризовать первые минуты пребывания в этом чудесном тоннеле? Сейчас посмотрим, что за следующим поворотом. Очень интересно, красивый тоннель. Тем более, кстати, к сведению, я вам скажу, что зеленый это мой любимый цвет. Так что у меня здесь как-то так в душе спокойно, очень хорошо. Sir, it's like something I've never seen before, and it's closing in at a preposterous speed. Wait, this can't be. It's disappeared. Смотрите, вон, пацаны, сверху сюда выходил воздух. Получается, над нами уже помещение реактора. Смотрите, система вентиляции ныряет вниз. Вот туда направо тоннель еще идет. Пацаны,
пацаны, что я хотел сказать, что в этом месте я побывал впервые в 2017 году, то есть почти 4 года назад. И вообще везение, то, что это место до сих пор открыто, и мы так легко, по сути, сюда попали. Оно не охраняется, никто за ним не смотрит. Да, и что интересно, я еще это место хотел снять изначально для проекта Insiders, но там не срослось, не получилось, и 3 года уже, сколько существует YouTube-канал Суперсус, мы планировали сюда попасть. Я не знаю, почему мы так долго тянули резину, но вот мы здесь, и это очень круто, потому что место реально уникальное, и аналогов в СНГ просто нет. Вы сейчас увидите, куда мы попадем, и поймете, что это действительно так, мы не нагоняем жути. Класс. Мне-то все, кстати, метростройка пал, чтобы ты понял. Думаешь, метрострой? Конечно, были огромные ворота на входе, вот там, где мы перелазили, на заборе, короче, были ворота где-то, короче, в начале 2000-х годов еще. Ударник, труженик, герой наш легендарный метрострой. Наш легендарный А метрострой. ну, совершенно влезьте, верно. все, и теперь я управляю. Камера в моих руках. А ну, пошли. А все для того, чтобы... Полезли, все, теперь я снимаю влог. При том, что это не лестница, это какие-то Технически. технические доски, просто сюда кем-то притащенные. Вот. Ты что, тяжелее, чем Сусанин? Ну, я почти 100 килограмм. Я сотку вешу. Сань 200 весит. Я сотку вешу. Я тебе говорю, здесь только эта вентиляция изучена процентов на 30. То есть тут еще можно куда-то повыходить? Я полностью не обходил здесь все подвалы. Короче, смотрите, пацаны, нам в одну из этих коробочек, а вернее даже в эту. Вот, видишь, она подмотана изолентой. На проволоке, да, держится? Да. Это, возможно, даже моя проволока 2017 года. Короче, пацаны, подвал продолжается еще дальше, но нам сюда. Наша главная цель здесь. Это настоящая вылазка, настоящая диггерская вылазка. Настоящий ночной дозор. Мы вступили в ночной дозор. Хотите, проход открыт. Извините. Залазь давай туда, не балуйся, залазь, говорю. Полезай сюда, кому говорят. Короче, пацаны, здесь находится огромная разветвленная система кабельных коллекторов под реактором. Сейчас немножечко пройдемся здесь, посмотрим, как это все выглядит, и дальше выйдем уже в главный реакторный зал. Интересно. Посмотрите, пацаны, какая гермодверь. Только не бей. Ну, она не двигается, мы не можем сдвинуть ее с места. Сколько такая дверь может весить? Я ума не приложу, сколько она весит. Ну, тонн, наверное, 10-15. Ну, как в метро реально. Так это какая-то специальная радиозащитная? Да, от радиации. То есть она заполнена бетоном для того, чтобы излучение не покидало этот подвал. Пацаны, от гермодверей от этих я реально под большим впечатлением. Как будто в метрополитене или в каком-то военном бункере. Да. А, вот еще одно. Смотри, это получается гермотамбур. Все, закисло намертво. Ого, воротило. Как можно было ее сюда припереть, установить? Я в шоке. И кто будет ее сдавать на металл через 20 лет? Кто ее отсюда понесет? Сколько мужиков сорвут спину себе? Посмотрите, пацаны, это размер петли просто. На каком держится герма. Тут только одна петля, наверное, весит килограмм 100. Да. Данная коммуникация мне непонятна. Я не знаю, где я нахожусь. И стараюсь ничего не трогать лишнего. Просто аккуратненько ходить и смотреть глазками вот так плым-плым. И впитывать как бы. А что впитываешь? Ну, атмосферу. Какая тут атмосфера? Ну, заброшенная. Прикольная. Слышишь, а это у тебя шлем смерти? Нет, это солнышко. Солнышко? Да, солнышко. Что он делает? Светит, освещает, показывает путь, дорогу хорошую. Я хотела передать привет всем девочкам, которые смотрят влоги Суперсуса. Вы все классные. Ты уверен, что все классные? Может, там одна мерзавка среди них есть? Не, все классные. Согласен? Все до единой. Внимание, кислота, щелочь. Очень опасные места непонятные. Посмотрите, пацаны, сколько здесь электрических кабелей. Это все обеспечивает работу реактора. Это какой-то шкаф специальный, да? Я такой когда-то видела. Это химический экспериментальный... А что он тут делает в подвале? Я сам не знаю. Какая-то химическая лаборатория маленькая. Как сказал Сус, это цех химической очистки воды. Синяя? Что такое? Синяя, зеленая. Что это такое? А если оно опасное? А ну покажи. Я думаю, что здесь может быть это кто-то на досуге, уже как бы в свободное от работы время приходил сюда. Потом ходил каждый день в конце рабочего дня тут по колбочке сюда сносил.
Потом какие-то, может, штуки делает. Это может кто-то тут гомункула советского пытался вырастить. Прикинь. Аккуратно, Поль, не совмещай, мало ли что может произойти. Ученый, сумасшедший ученый, который стащил сюда этот химический шкаф в этот подвал, он же тут пытался тут вывести. Кристаллы Понимаешь? какие-то, смотри, желтые кристаллы Да серые. что-то написано там. Хлористый чего-то там. Понятно. До Смотри, свидания. аккуратно, бо оно в натуре может быть опасное. Красное, синее, зеленое, как цвета светофоров. На самом деле, пацаны, я вам скажу, что у нас даже есть такой минус. Мы классно шарим, как залезть куда-то. Мы можем проникнуть практически в любое место. Но куда мы попали и что вокруг нас, мы объяснить не всегда можем, потому что научное познание наши ограничиваются ютубом. Так что, ребята, подскажите на комментариях, типа, кто шарит, типа, что это вообще, к чему это все, вообще непонятно. Братва, не курите, не бухайте, не занимайтесь херней, наркотиками. Путешествуйте, занимайтесь активным образом жизни. Мы лазим круто, у нас столько всего в мире интересного. А возраст не помеха. Это не диагноз. Если вы только еще надумались бросать бухать, как я уже бросил, то я вам рекомендую поскорее это делать и начинать активный образ жизни. Возраст не помеха. Подписывайтесь на Бона в Инстаграме, он там ходит и снимает стори, когда мы отворачиваемся, то Бона там снимает стори. Стали ноги ногам пользовались. В комнате берлоги идеи футбольцы. Да, Маяковский. да, конечно. Слышишь, Боно, а ты как сам к спорту относишься? Положительно. Лучше физкультура, чем бутылка? Ну, конечно. И, кстати, заметил, что чаще. Я перестал пить, короче, вокруг меня уже никто не пьет. Уже кому-то скучно без тебя, говорит, бухать. И все такие, да, уже что бухать, если ты не бухаешь. И вокруг начинают люди окружать не пьющие, капец. Но я считаю, что наше хобби – это лучший спорт. Двигаемся вообще на фум-фум, как ниндзя. А ты что думаешь, Боно, по поводу сусанячей трезвости? Нормально. Ну, эти, смотри, какие гомики, да? Да чего гомики, нормальные пасыки. Шикарные. Я, смотри, дупло задрал, короче, газ идет с него, смотри, аж газует. Мы, короче, попали в огромная электроподстанция подземная, которая питает... Аккуратно, слышь, руки не поднимай, ничего не трогай, потому что здесь шины оголенные, смотри. Ого, кстати. Ну, я даже был свидетелем, когда чувачок чуть не поджарился на такой шине. То есть это помещение питает электричеством наш коллайдер? Да, и все сопутствующие установки. Ну, огроменное, вообще не видно даже, где оно заканчивается. Смотрите, пацаны, мы идем по этому кабельному коридору, и куда-то в сторону уходят закрытые гермодвери, запаянные. Но она неподъемная, открыть ее вообще нереально. И что за ней? Ну, это загадка. А, да, смотрите, пацаны, это гиркон. Это герметический контакт на открытие двери. То есть охранная сигнализация, которая выводит на пульт охраны информацию о том, если эта дверь вдруг откроется, правильно? Ну, как вариант. Кстати, смотри, что написано. Киевская ордена... Саня, большевик, посмотри. Это гермодвери делали на нашем киевском большевике. Ага, прикинь. Ну все, уже науки хана. Что, думаешь, науке хана? Думаю, да. А пришла что, эра торговых центров? Эра торговых центров, тиктоков и мобильных телефонов. А, и вот в конце коридора еще одна гермодверь закрытая. Друзья, мы залезли под Киевский институт ядерной физики. О, выговорить не могу, для вас снимаем контент. Мы находимся под ядерным реактором киевским сейчас. Капец, куда-то зашли в какие-то коридоры кабельные, туннели. Исследуем, еще раз и исследуем. Интересно, класс. Секретность. Саня, а как ты это место оцениваешь по 10-бальной системе? Пока что десяточка, круто, очень круто. Это реально как спецобъект, именно мощный законсервированный бункер. Ух, то, что я люблю. Самое именно оно. А ты же мечтал с рождения, да, здесь побывать? Ну, конечно, я думал про эту штуку, но я не думал, что здесь такое находится. Я же не знаю, но еще ниже куда-то идет. Ну, все такое, как паутина. Пока что ты приятно удивлен. Конечно, это такой подарок, спасибо большое. Круто, очень здорово. Я же не знал, куда мы и шли изначально, ехали. Ну, спасибо, в карман не положишь. Ну, что, сейчас давать? Давай. Вот, пацаны, подскажите в комментариях, я смотрю и не могу понять, дверь закрытая, ну ладно, ради бога. И здесь вырезано маленькое отверстие сбоку специальное. Ну для кота оно маленькое, посмотри, всего в 2 пальца. Не может же быть, что отверстие специально для крысы? Маленькие коты, чтоб ходили. Ну, я не знаю, ну, всякое, конечно, видел, но неужели это отверстие специально для крыс, чтобы их заманивать, потом здесь отравливать? Непонятно. Алло, крыса. Пс-пс-пс-пс. Пс-пс-пс-пс.
Пи-пи-пи-пи-пи. And the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drink. Пацаны, здесь огромная система подвалов. Черт ногу сломит. Мы уже, в принципе, так сориентировались, посмотрели, что к чему. И сейчас будем выходить наверх в главный ускоритель, в главный зал, где находился этот ядерный реактор. Ну что, ребята, все, обходили кабельники, погуляли, нагулялись, и теперь главная цель. Поднимаемся в главный зал магнитного излучения синхрофазотрон. Да, пацаны, вылазим наверх в ускоритель, вот по той лестнице поднимаемся, посмотрим, там оно закрыто, не закрыто. Самое интересное. Опа, приехали. Короче, пацаны, решетка привалена снаружи к вот таким толстым куском железа. Боно оценивает его килограмм 100. Разводником может ее сдвинуть аккуратно. Сейчас попробую. Что скажешь? Нормально, справимся, я думаю. Давай тогда, может, возьми шефство над процессом. Сейчас попробую его подвинуть максимально туда. Боно, у тебя спина грязная. А ничего страшного. О, красавчики. Прилагайте усилия одновременно. Сань, что происходит? Объясни. Деды забаррикадировали нас железной палкой. Ну не тут-то было, мы сейчас все подекодируем и Ох, и плохо, там же люди сверху сидят. Ох уж эти физики ядерщики. Ой, боже, какой ужас. Все, почти открылось. Почти открылась, красавчик. Смотри, слышишь? Ой, сколько пыли. Бонус, чтоб камер не было. Хорошо. Посмотрите, пацаны. Вот таким куском железа был приставлен люк. Ну что, ребят, выходите. Ну да, повышенный фон. Все, пацаны, я вас поздравляю, мы попали внутрь. Сейчас будем аккуратно двигаться по этому огромному залу радиоактивному. Будем мерять радиоактивную обстановку, потому что очень непонятная ситуация. Только смотрите, пацаны, аккуратно. Стой, Поль, не подходи. Боно, смотри, какой-то свинец. Боно, можешь померить? То ли свинец, то ли что-то такое. Графит. Графит? Да. Тихо. Ну да, нормально так. Смотрите, пацаны, реально ящик для хранения радиоактивных веществ. Смотрите, здесь даже предполагалась сургучевая печать и внутри отсеки. 6 отсеков для хранения радиоактивных веществ. Смотри, нормы радиационной безопасности, основные санитарные правила. Смотри, какие, Полина, штуки я делаю из бутылок вырезки. Нет, это специальные бахилы радиоактивные. Смотрите, пацаны, специальные радиоактивные бахилы. Чтобы случайно не унести с собой частичку радиации вот туда в коридор, я понял. понял? В квартиру, чтобы не занести. Я их перед выходом сниму. А, кстати, мы вылезли, пацаны, зацените, из комнаты, которая называется «Тимчасове сховище вузлів та відходів радиоактивных». Даже здесь написано «радиоактивность». Друзья, смотрите, еще это помещение, хранилище радиоактивных отходов, оно опломбировано специальной сургучной печатью. Сейчас камера сфокусируется. Все, пацаны, я вас поздравляю, мы попали в главный зал, где проходят радиоактивные испытания. Собственно, у нас за спиной это устройство хитрое. Сейчас будем здесь гулять, показывать вам его. Здесь никого нет, никакой сигнализации здесь нет. Мы попали, проникли и беспрепятственно можем здесь находиться как бы Погуляем. и полностью наслаждаться этим чудесным местом. Поизучаем, закроем и уйдем. Опа, смотри. Опа, я только хотел одеть. Старший научный сотрудник Поливаген, доложить обстановку. Положить обстановочку. Обстановочка хорошая. Слушай, а не опасно для здоровья здесь находиться? Ну, здесь, конечно, повышенный радиационный фон, да, есть определенная наведенная радиоактивность. Вот в узлах самого вот этого вот циклотрона даже есть немножко радиоактивных отходов. Друзья, обратите внимание, что единственный главный вход в это помещение закрыт на вот такую выпуклую гермодверь снаружи. Изнутри нету даже кнопки никакой.
Вот единственная, наверное, кнопка. Это кнопка... Кстати, это может быть кнопка «Открыть-закрыть дверь». Но мы сейчас здесь закрыты. Кроме нас здесь никого нет. И мы полноправные хозяева этого места. Все. Страшно немного, я тебе скажу на самом деле. А что тебе страшно? Да я не понимаю вообще, знаешь, как это, типа, раньше люди боялись, что земля квадратная, или землю киты держат. И я хер пойми, знаешь, человек, типа, слаб перед наукой. И какие-то вещи он не может объяснить. Почему страшно, почему так, почему это, почему вот так. Так, а что тебя пугает? Первобытность, какие-то приборы какие-то, ну, то, что написано, вот эти значки же не зря повесили, опасно, радиация, не подходи, не входи. Как я уже говорил в прошлой серии, когда жаба оранжевая, она дает всем своим видом показать, что не подходи, я опасная. Или змея яркая, не подходи ко мне, так и здесь. Старший научный сотрудник господин Андрей, расскажите, пожалуйста, что происходит? Мы залезли. Что за неподобство, я не понял, разобраться, Дмитрий. Да, вообще, блядь. Шо? Старший сотрудник негодует, что это детей пустили на станцию. Быстро успокоились. Так, мы залезли сейчас на станцию, находимся в ядерном реакторе. Доза радиации чуть-чуть превышенная, но у нас все под контролем и все в порядке, все хорошо. Слушай, так это место опаснее, чем в Чернобыле? Да, намного опаснее. Оно действует. Что вы там делаете? Ты смотри, прикол поймали, да? Я сейчас надаю по сраке вот этой табличкой пойду. А так в целом я тебе скажу, что маршрут сюда ого-го. Такое место классное. Такие вот проходы, та-та-та-та-та-та, класс. Короче, пацаны, здесь огромный зал, просто невероятных размеров. Балконы второго этажа, ну, где-то 50 на 50 квадратных метров размер этого помещения. И по центру зала стоит вот эта магнитная пушка, которая стреляла заряженными частицами радиации в экспериментальные комнаты. Смотрите, пацаны, какие катушки лютые. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Непонятно просто совершенно, что это такое и представляет ли оно какую-то опасность для человека. Вот здесь оголенные шины вообще. Непонятно вообще, что это, как оно работает, для чего оно сделано. Обрати внимание, какой потолок бронированный, посмотри. Да, это радиационная защита на потолке. Стали бетон. Ребята, напишите в комментариях, кто в этом секрет хоть как-то, типа, что, к чему и как. Интересно очень. Что такое? Без понятия. Ну что, как вам нравится здесь? Пока непонятно. Что непонятно? Боно, как тебе место? Отлично. Я бы здесь даже, может быть, поработал бы с радиацией немножко. Где мы есть? Я так понимаю, что был ядерный реактор и была заряжающая станция ядерных этих вот частиц. Создавалось поле магнитное, по которой гонялись заряженные частицы ионами, и потом они друг с другом сталкивались, и получалась черная дыра, на которой уже делали эксперименты. Ну так в идеале коллайдер работает. Что здесь мы имеем? Ну, здесь немножко другой тип коллайдера, циклотрон, который, ну, маленький, то есть это не как ЦЕРН, который 27 километров туннелей, там, где по кругу частицы, да, разгоняются. Здесь небольшая установка, то есть магниты находятся, частицы поступают, закручиваются за счет электромагнитного поля и токов высокой частоты, и направляются ускоренные частицы вот по этим трубопроводам, вернее, ионопроводам, или как они называются, к мишеням. Мишени находятся, там должны быть залы испытаний, несколько этих боксов испытательных. Я понял, Вот. оно в стену врезалось. Все, я понял не в теперь, стену, как а оно. в разные То есть образцы. они не друг с другом сталкивались, а всякие образцы, я понял, тут чуть-чуть другой типаж этого всего. А мы насколько сейчас находимся, скажи мне, под землей глубоко или нет? Ну, мы находимся не под землей, мы примерно на уровне земли, но это все помещение представляет собой полностью герметичный куб, толщина стен, ну, около 5 метров, специальный бетон, радиационно устойчивый. То есть какая бы здесь радиационная обстановка ни была, это все не должно было покинуть пределы этого помещения. Поэтому строилось все с большим запасом прочности, те же гермодвери и все вот эти моменты. Я понял. Скажи, пожалуйста, а вот этот запас радиоактивной защиты, он сделан для чего? На случай ЧП, если произойдет какая-то авария, ситуация выйдет из-под контроля, или во время реально экспериментов здесь поднимается радиация? Во время самого, когда работает установка, здесь повышенный радиационный фон. Здесь, по идее, вообще нельзя находиться. Насколько я знаю, она дистанционно должна работать. Люди за То есть, пультами сидят. Да, люди ее настроили, подготовили к запуску, закрыли все гермодвери и сидят на пульте управления, Камера запускают
смотрит. Да. То есть это плюс еще биологическая защита для персонала. Персонал где-то должен вообще быть в отдельной комнате. А стены не напитывают радиацией? Вот эти предметы все, на которые мы облокачиваемся? Напитывают немножко. Ну, эти минимально. Ну, основная наведенная радиация может возникать и в самих узлах ускорителя, а в таких элементах она будет минимальна. 23 уже, чуть-чуть повышенный. 20 мини-рентген. Да. Друзья, я напоминаю, что вы на канале Супер Сус, и мы находимся в Киевском ядерном реакторе. С нами Бона сегодня проводит экскурсию в таком месте шикарном. Так что не переключайтесь, дальше интереснее. Слышишь, а если будет наше видео смотреть Дональд Трамп, что ему можешь передать? Привет огромный, спасибо, что вы досматриваете наши видео до конца, ставите лайк и колокольчик, и я ваши видео тоже поддерживаю, ставлю лайк. Есть чуть-чуть? Не, пониже, наверное. Могла борода чуть-чуть набрать. Да, кстати, могло дело быть. А это что пищит? Что такое? Какая радиация здесь, Боно? Ну, здесь минимально. Если подойдем туда, здесь должно быть побольше. Вот, видите? Здесь уже 4, четверочка. В 4 раза выше нормы? Нет, 5. Была нет, это пятерка. уже где-то 640 микрорентген или миллирентген. Все, пацаны, смотрите, мы настроили все-таки наш дозиметр Припять. Сейчас у нас вот такое значение. Смотрите, мы приближаем к реактору, так с позволения сказать. Тихо. Слушай, так это смертельно опасная доза? Нет, ну если, подержи, здесь, подержи. если, конечно, здесь не спать. А ну до 1000 дойдет? Слушай, ну нам не угрожает это? Нет. Вот здесь 300, предел 300. Слышь, Сус, что скажешь про такую радиацию? Да ну и в баню закрывать надо. Ну это не шуточное дело уже. Нет, это не шуточное дело, мне еще детей рожать. С такими шутками вашими. Ты как, Боно, к наследникам относишься? Так, каким наследником? Я вас умоляю, уже так обучился, что стерилен. Когда После ты того, успел? как залез в ковш 2 раза в Припяти. А ты был в Припяти, да? Ну да, Ты же в ковш залазил? Да. А фотки есть? да. О, дашь я вставлю в угол? Хорошо. Ну, у меня вроде видео есть даже. Блин, ребят, артефактов уже нет. Все, схабарили. Ладно, пойдем дальше. А ты как это осознанно сделал? Ну да, мне было интересно. И чем увенчалась эксперимент? Ну, ничем. Она же радиация ж не ощущается. Не Потом кусается, не грызется. через 100 лет, когда я до них не доживу, может быть, и пойму, что что-то было не так. Да нормально все будет, мы еще переживем, кого хочешь. Слушай, что можешь о радиации сказать, которая будет наше видео смотреть? С уважением отношусь к тебе, моя дорогая радиация. Пожалуйста, не кусай. Не грызи нас, мы с уважением к тебе относимся. Мы сейчас уже пойдем, сейчас еще чуть пофоткаем и уйдем. Хочу передать привет радиации, альфа, бета и гамме. Слушай, а получается, эту штуку построили еще до Чернобыльской аварии. Да, 78-й год построили до Чернобыльской аварии за 8 лет, получается. Мы сейчас находимся, мы прикасаемся к истории. И, скорее всего, эти штуки через год 5 уже тут будут дома. Мне кажется, что они вырастут здесь просто как грибы, и не будет уже науки у нас никакой. Поэтому для этого мы-то это и делаем, чтобы вам показать, ребята, это история, это уже великая часть, как говорится, империи, развалившейся. Хорошо это или плохо, напишите сами в комментариях, добро это или зло. Но тем не менее, есть то, что есть, остатки вот эти вот, как это называется, прикасаемся к пылинкам вот этим вот истории великой. Вон, а ты с уважением относишься к пылинкам истории? Конечно. Это наше наследие. Принесло свои плоды. Если бы не эти исследования, вот, у нас бы не было фонариков мощных, смартфонов и всего остального. Слышишь, Боно, а что бы ты мог сказать Илону Маску, который будет смотреть этот влог? Ну, Илон Маск, конечно, смотрит все влоги, вот, и лайки обязательно ставит. Будьте как Илон Маск, ставьте лайки, потому что, чтобы видосы набирали просмотров, это очень важно. Вот. Ну и комментарии тоже не забывайте писать. Привет, Илон Маск, если это попадет реально к нему. Да. Илон Маск, привет, здорово, Иван. Класс, у нас тоже мобилки есть, класс. Тоже мобилки в Украину завозят, скоро Теслу завезут, класс. Спасибо, Илон Маск. Привет. Пришли конфет каких-то нам, сладостей каких-то пришли, если можно что-нибудь. Класс, привет. Смотрит еще? Да. Привет.
Опа! Слышишь, ничего себе. Куда это мы попали-то? Посмотрите, сколько тут устройств. Это вычислительный центр, наверное, автоматическая система управления этим устройством. Это советские компьютеры, да? Да, вот это советские вычислительные блоки. Сус, так що ми тут бачимо? Це головний пункт управління цією будівлею? Ми знаходимося біля головного блока питання Остер. Знаходимося біля головного комп'ютера, диви. А ну. Шик. О, це клавіатура, яка управляла всім цим поміщенням. У мене перший комп'ютер такий був вдома. Що малий? Перший комп'ютер в 2000 році такий мені купили. А это накладка специальная, которая клавиатуру от пыли защищает? Його захищає від радіації, від радіоактивного излучення і вредних частиц. Господин Пубертат, вы в прямом эфире, пожалуйста, обратитесь к нашим подписчикам. Я обращаюсь к нашим подписчикам. Мы сейчас находимся в главном логове ядерного реактора киевского. И отсюда производился запуск вот этих вот всех машин, которые мы везде видим вокруг. Не сильна наша техническая часть, но этот компьютер отвечал, это мозги, главные объекта. Вот этим все, короче, управлялось. Это отключено? Это отключено? Да. Ты хочешь запустить сейчас все? Ну да, попробовать включить, а что оно? Вон, скажи пару слов про радиацию, что ты скажешь? Вот. Радиация вообще такое излучение, невидимое абсолютно человеком, никакие органы чувств у нас ее не воспринимают. Вот, даже самые высокие и смертельные ее уровни, она бывает природная, природный фон, он низкий, он на нас никак не влияет, а бывает повышенный, вот, в частности здесь. Слышишь, а мандатора не напитается радиацией? Я думаю, она даже дороже после этого станет стоить. Слышишь, Бону, ну вот мы как бы гуляем, смотрим, все рассматриваем, но мы на самом деле как муравьи бестолковые. Да. Мы ничего не понимаем вообще, что это за железки, что это за провода, реально. Это реально, здесь очень много людей отвечает за это оборудование, чтобы оно работало. Это установка не на одного человека и даже не на двух. Здесь нужен целый коллектив, который каждый отвечает за свой узел, четко понимает, что ему делать. И только вот в таком вот сотрудничестве, да, с такой вот кооперацией получается запускать и производить эксперименты. Ну, потому что, я же говорю, это очень все сложно. ИЯФ, Институт ядерной физики. И мы внутри системы, мы атомы и молекулы все растворились на кусочки уже. Но кусочки растворились полностью. За грехи наши, за то, что влезли сюда. Палево, уходим. Палево. Быстро. Ныряй в кабельник сразу. Кабельник, ныряй сразу. Бомба задел, сигнализацию задел. На дверях сработала эта сигналка. Все, пацаны вылезли, слышишь, там сработала, ты зацепил эту сигналку на калитке. Короче, вы слышали, сработал ревун. Я не знаю, выходит он на охрану к пацанам или не выходит, но оно загудело, мы просто по-быстрому отпетляли. В принципе, не я это сделал. В принципе, здесь в вентиляционном тоннеле нам уже ничего не угрожает. Мы выходим совсем в другое направление, вылазим совсем с другой стороны здания и спокойно через кусты петляем себе домой. В принципе, все, что хотели, сняли, вам показали. Поэтому, друзья, спасибо, что вы смотрели видео до конца.
да, как бы с нами был Боно, подписывайтесь на его YouTube канал, ссылка в описании под видосом. Да, с нами была Полина, всем респект, короче, уважуха. Ну, как смогли, показали, сняли, как бы на мобильный телефон, на 12-й iPhone, сняли вам это интересное место. Как оценишь Класс, спасибо место большое за подарок. Я тебе очень большую благодарность хочу проявить в качестве подарка. 10 из 10. Тебе, Боно, спасибо большое за техническую всю часть, за всю проделанную огромную работу. Классно, 10 из 10. Ну хорошо, что я хоть дома сегодня битый не буду, что хоть поесть сегодня будет мне насыпано. Что не я задел сегодня, слава тебе, Господи, что не я сегодня задел, что я хоть поем сегодня. 2 часа ночи, мы идем на выход, я думаю, что все будет хорошо. Всем респект и уважуха, оставайтесь на связи, скоро будет новое видео. Yeah. Йоу.